Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 32-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске пометили 3 газели на развязке по квесту барахольщика маршрутка и закрыли квест «Мокрое дело», часть 2, пометив рыбацкий остров на берегу для миротворца. Выпуск поддержали финансово Дима, Скептик, ОЕ6АК, да, вот именно так, Агапыч, Фрэнки Уайлд и Колясик. Большое спасибо вам за щедрость и доброе слово. Будьте здоровы. Самара, привет! Насчет частоты выпусков. Сложность больших выпусков не в монтаже, тут скорость загрузки слабая и от готовности до публикации выпуска проходит полдня. А если выпуски через 2 дня, то у меня остается еще целый день на, например, стримы по сталкеру или на свой быт. В общем, это был такой эксперимент. Опрос во вкладке сообщества расставил точки над «и», значит, буду стараться придерживаться 3 публикаций в неделю. Всем приятного просмотра. Меня разобрал какой-то челобот, получается. По страховке только синий броник и мешок вернулись мне. Ну, либо ЧВК там на выход, которые шли, разобрали меня. Да, в копеечку встает теперь сборочка мне М-ки. Больше 100 тысяч, 1150, короче, выходит вся эта сборка. В общем и целом, если... Так, в убежище у нас, что говорите, можно вытаскивать, да, теперь этот самый? Бам. Бам, и опять устанавливать. Прикольно. Я не знал, что воздушный фильтратор можно теперь использовать. Как-то раньше не было такой возможности. Водосборник у меня построился, максимального 3-го уровня. А теперь я могу потихонечку гнать водичку. Фильтровать точнее. В ящике диких я за разведданные отправлял пацанов. Принесли они мне пару пушек. Ну и тут кое-что по-скромному. Ну что, я предлагаю миротворческую миссию продолжить выполнять. Диких в лесу постараюсь сначала настрелять 12 штук. Там попроще локация, там меньше, в общем, ПВП. Его можно обойти, по крайней мере, легче, чем на таможне. В лесу есть еще квест от барахольщика «Благодарность». Мне нужно 4 предмета: арафатку, балаклаву и 2 очков заложить. Штурман есть еще в лесу. Еще 25 раз штурман есть. И есть еще квест «Прикормка». Часть этого квеста выполняется тоже в лесу. Мне нужно будет во времянке, в средней времянке на лесопилке в лесу локации заложить 3 золотые цепочки. Учитывая то, что мне нужно в такие активные, это лесопилка, эти времянки, и внизу там у воды закладывать предметы, вообще по-хорошему пойти бы ночью. Давай посмотрим, что там у нас по ночному времени в лесу. 2:25. Блин, хорошее время. Давай ночью пойдем, пофиг, прогуляемся. Попробуем, по крайней мере, это сделать ночью. В первую очередь, конечно, постараюсь избавиться от этих самых предметов, которые я набрал для квестов. Мне нужно будет закладывать у воды 4 предмета и во времянках потом 3 цепочки еще заложить. А значит, моя цель первоначальная это будет лесопилка. Так, я, значит, нахожусь далековато, однако. Я нахожусь за коттеджем, тут справа коттеджа. Значит, пожалуй, я прямиком сразу в сторону лесопилки и двигану. Заходить буду из-под скалы снайпера, если доберусь вообще до туда. Заберусь сначала наверх. Точнее, постараюсь сначала снайпера убрать, чтобы он мне там не мешал в случае чего. Выход у меня это ЗБ-14, окраина, да? Да, так точно. И так далее и тому подобное. Блин, в темниках тут... Чёрта с два, что разберешь. Ну? Давай, родненький. Хорош. Ну, в общем, для вас я подсвечу в любом случае. У меня продается торпед. Так, я на месте. Снайпера не вижу. Но он там по-любому есть. Потому что снайпер спавнится 100%. А может он ночью не спавнится, а? А, вон он.
Попал, не попал? Попал. Все, есть кабанчик. Трассер, видели, как отскочил? Тихо, тихо, тихо. Опа. Не, я дальше вообще ничего не вижу. Прям совсем темно. Ну, внизу там на открытой местности, где луна подсвечивает, там более-менее видно будет, я думаю. Ну, а без ночнушки туговато все это дело. Надо было, наверное, мне сначала до воды добежать. Ну ладно, бог с ним. Тогда его времянки. Мне нужна средняя времянка, значит. Таблетки у меня есть, если что. Че, я предлагаю в наглую прям спуститься. Ага. Дикие, похоже, обнаружили меня, короче. Так, куда-то закладывать надо тут. Вот сюда. Закладываем. Готово. Так, эту медицину можно сунды. Заебись, удачно зашли. Ого. Гнида! Как он жестко меня, а? Спалил. Услышал такой раз в прицел. Окей. Надо валить отсюда. Однозначно. Эх, не могу забраться. В сторону воды. Сейчас стамину подкопим. Но если меня будут просвечивать теплаком или ночным видением, в легкую меня увидят. На какое-то мгновение тут затремся. Интересно. 3 куртки абсолютно пустые все.
Окей, пойдем к воде. Пофиг, прям в наглую напрямую пойду. Скорее всего, нет там свиты. Могу ошибаться, конечно. Но выглядит так, как будто там нет никакой свиты. Закладываем. Все, отлично. Ну вот. Свое дело мы сделали разное. Даже два дела. Остались только дикие сэмки. Но уже погибать будет не так жалко, как если бы... Блин, хотя я зря сюда пошел, да? Пойдем на МЧС, под скалой, там мне же дикие нужны. 10 диких мне еще надо. 10 диких я там вряд ли найду. Хотя вполне возможно, но... Надеяться на такой обум я бы не стал. Вот если мы МЧС пошукаем под скалой, это будет уже диких 5, наверное. Если 5 останется, то на ту сторону пойду. Если меньше, там 3, то, наверное, на выход на мосту пойду. Коттеджи. Там мы в случае чего сможем еще и прибарахлиться по луту. Хотя и тут можно будет. Давай начнем с МЧС. Посмотрим, как оно тут что получится. Так. Присадка же топливная мне еще нужна. Вот что нам надо. Че, да пофиг, давай не стесняйся с фонариком. Опа, хорош. Хорош, хорош. Пойдет. Так, рулетка, отвертка, кусаки. Если все пройдет гладко, мы еще и лута вынесем. Неплохо так. Не лутано, не тронуто, ЧВК здесь не было. Ну и диких в том числе я не слышу. Наберем лута. Блин, он когда лутает, фонарик так предательски в небо задирает. Да ё-моё, ты чё? Диких нет. Вот так вот. Ни одного дикого на МЧС. Зато полный мешок лута нашел. Так, еда, вода. Что у нас там, говоришь, 60? Возьмем квас и что-нибудь пожрать бы еще найти. Консерву какую-нибудь.
Ладно, консервы я знаю, где я сейчас найду. Окей, мешок полный. Блин, или днем вытряхнуться, а? Что-то по ночи, посреди ночи, ну окей, я же заложил, что. Пойдем тогда на выход. И лучше еще разочек средь бела дня загрузиться. Одно так будет правильней. Просто до воды и вдоль воды. Да, окраины постараюсь добежать. А, вот тут еще есть возможность еду найти. О, есть тушенка и всякое. Все, нормалек. Кушаем, пьем. И идем на выход. Золотую цепочку нашел. Компенсация небольшая. Где сумка? Не вижу. Отвечаю, я вообще ноль, ничего не вижу. Все, ладушки. Ну, есть возможность на КПП Юсеков посмотреть, на времянки этой вкусной, где всякие прелести лежат. Там и диких посмотреть, может быть, и пару-тройку тайников. И лут с этой времянки забрать. Но слишком уж темно. Откровенно, тут без прибора ночного видения, я думаю, что делать вообще нечего. С фонариком ходить светить тоже можно. Но лучше я этот лут, который у меня имеется, пока есть такая возможность, я его вынесу. И по дню спокойно запущусь. Чтобы покрыть расходы, как минимум, на М-ку, да? Вот, мы сейчас тут еще спящего посмотрим. Сумку, тайник и домой. Вот тебе, пожалуйста. Спасибо. Еще тайничок. Где-то тут. О, еще вискос нашел. Ой, ништяк, бронеразгруз нашел. Вот это я понимаю. Вот это нормально. Сюда. Вот и вся любовь. Правда, мне складывать уже некуда это добро на складе, на схроне в этом. Но это приятные хлопоты. Это проблема не проблема, так сказать. Вот он, фургон. Все, выходим. Ну, двоих диких только получилось подстрелить. Сейчас еще десяток надо будет, значит, зайти и добить. 22 минуты я потратил на этот рейд, но при этом двое диких есть в копилке по миротворцу. И самое главное, я предметы заложил во времянки, и предметы заложил внизу на пристани. Неплохо так отваливает он по наградам за этот квест. Благодарность мы завершаем. Забираем опыт, бабочки и тут кое-какие тряпки. Ночь распродаж, открывается квест. Мне нужно здесь выйти с локации развязка 7 раз. И горячая доставка. Это с закладкой предметов квест. Спасибо. Мне нужно 2 наушников контакт заложить, 2 ратника БШ и 2 гжельки заложить. Все это нужно будет сделать мне на локации развязка, опять же. Давай за дикого быстрый лесной рейд сделаем с утреца пораньше. Может быть, я даже в тот же самый рейд попаду. Хотя навряд ли, там времени совсем немножко оставалось. В общем, заходим в лес, смотрим чисто присадки. Да, нет, на выход. Так. О, патроны есть, медицина тоже немножко есть.
Я где появился? Я на ВСРФ появился. 25 минут у меня на все про все есть. Я думаю, что мне этого времени достаточно для того, чтобы МЧС посмотреть. И для того, чтобы успеть сбегать еще на этот... О, господи, как его фамилия, быстро хотел сказать. Лагерь Юсеков. Понимаешь? Там хорошие шансы на спаун этого добра. Ничего, кроме этого, я лутать не буду. Тайники, шмайники, это все прикольно, конечно, но у меня времени совсем нет на это. Я не хочу много тратить времени на поиск этой самой присадки. Изба диких у меня выход, бункер диких есть выход. Восточные скалы есть, если что, по Шурику куда-нибудь выскочим. Если вдруг сейчас прям найдем на МЧС, на восточные скалы можно будет без проблем, я думаю, выйти. Там людей немного. Там в основном транзитная зона. То есть туда либо сюда перебегают люди. Там никто не задерживается, по большому счету. Опа. Свои? Да, свои вроде. Дикий же. Хрен разберешь. Так, это дикий. Тут кто бегает? Ушей у меня нет. А, дикие тоже. Ряд. Так, чисто медицина, чтобы была, возьму аптечку. Это продовольственный. По-любому у меня нет места в схроне. Сильно лутаться я тут не хочу. Просто присадку. Топливо, да? Базару нет. И присадка. А, нет. Проходите. Но это не присадка, очевидно. Так, тут присадки не может быть. Это медицина, да? Прости. Это так, можно сказать, расходники. Так, продовольствие нам тоже не интересно. Получается, нету. Так, это что за стрельба нафиг? Ладно, пацаны, развлекайтесь, я пошел дальше по своим делам искать дальше топливную присадку, мать её. И пойду я на лагерь диких. Ой, лагерь юсеков. Все обнесено полностью. Да ладно, и этого тоже лутанул. Что за профессиональный лутала? Ну, я думаю, без шансов мне тут найти что-то. После такого нюхача хорошего. Ну ничего. Это что за хрень? Все продам и заживем. What's up, bro? Короче, нет ни хрена этой присадки нигде. Не нашел я ее. Лута всякого насобирал. Я не знаю, куда это выгружать буду. Я половину выброшу, получается, этого лута. Бля, братан, дай присадку, а? Есть? Не братан ты мне, получается.
Досадно, что не получилось ничего, добро никакого вынести. Ну хотя бы топливо домой заберем, там кое-что продадим еще 1100. Ладно, идем за ЧВК теперь в лес туда же. Теперь моя цель это чисто дикие. Больше ничего мне там делать в принципе не надо. Страхуем это добро. Это я в прошлый раз, получается, не застраховал. А я хорош. Я практикую такое дело. Поехали в лес. Ищем диких. Я вот отвечаю, я эту топливную присадку буду долго искать теперь. Так. ВСРФ и прочие прелести гадости. Значит, в итоге мне знаешь, что надо будет? Диких, короче, стрелять десяток. Где я их найду? Давайте выясним это вместе. Бандана. Не знаю, в этих деревянных ящиках появляется или нет эта присадка. Ну, время от времени будем смотреть по всяким подобного рода местам интереса. Так, десяток, говоришь, нужен, да? Давай на ту сторону. Сейчас с той стороны глянем. Диких, дистанция мне поровну какая. Главное убивать сэмки и в этом синем бронежилете и шлеме. О, подгрузились. Фрезануло так нормально. Так. Пацаны. Пацаны. Дай мне, Тарков, железный повод выйти с локации. Спасибо. Работаем дальше, говорит. Без фанатизма по лутанию. Чисто места потенциальные, где можно найти топливную присадку. Опа, Дикий бежит. Двое даже. Вон он один. Вон он второй. Наверное, дальнего сначала попробуем. Дальний есть, ближний. А ближний куда делся? А вон он. О, попал. Лиса жесткий. Так, миротворческая 4. Отлично. Ну вот. Уже не зря вышел в рейд. Блин, или во временку забежать, чтобы они тут подспавнились мне. Ведь оно так вроде работает. По крайней мере, до этого безотказно работало. Ха! А тут вон что. Он оно что. Он оно что.
Понял. Свои разоры можно отрыгнуть куда-нибудь, да? Да, по-моему, прям в траву можно их отрыгнуть. Кто будет ходить, то в траве искать что. Наступят, не поймут даже. О! Хорош. Еще один дикий там был. Итого трое. Ну что, начало дня, говорят, вроде неплохое. Пока больше не видно никого. Одним глазком глянем Светлоозерских. Если нет, то я пойду под скалу снайперскую, там на гряде посмотрю дикарей. Опа. Это что за хрен? Перебежчик какой-то на ту сторону. Да еще и на спринте такой шустрый. Кусты выросли какие-то, раньше вроде не было их. Интересно, ты назад побежишь? Или это ЧВК был вообще? Не думаю, что ЧВК прям в тупую через всю эту, да? Через открытую побежал бы. В общем, легкой цели мы не обнаружили никакой. Пойдем в обход под скалы тогда. Тайник гляну. Показалось. Куст шевелится, показалось движение какое-то. Вот как-нибудь вот здесь за сопочкой аккуратненько обойдем. Как раз отсюда с сопочки мы вон там чуть повыше залезем, попробуем снайпера снять, если он там еще живой. Постараться надо, в общем, без шума, пыли.
Снайпер отъехал, кажется, не? Или это ЧВК лежит? По-моему, это ЧВК лежит, не? О! Да, это ЧВК, по-моему, лежал, пацаны. 5. Да, это была голова, значит, можно посмотреть. Знаешь, какой? Стрелок от Бога. Да, это был ЧВК, в лесу на скале лежал. Хорошо. ЧВК снайпер. Значит, есть основания предполагать, что внизу там тоже ЧВК лазил. Скорее всего, это его прикрывающий там на горе был. Я так считаю. И теперь, скорее всего, он будет возвращаться сюда, к своему снайперу, чтобы не дать мне возможность залутать его. Это раз. Либо, как минимум, раскидать своего. Это 2. Надо, значит, по-быстренькому поглядеть, тут что почем, и валить отсюда. Залазить его, лутать. Опасное мероприятие, я вам скажу. Он открыто там лежит. Если мне с таким прицелом, считай. Тут есть кто-то. Если я с таким прицелом попал по нему, то с любой оптики могут и по мне попасть точно так же. Ну, естественно, раз тут ЧВК, никаких диких здесь и быть не может. Блин, жалко. Я рассчитывал очень на эту гряду. Я на диких 3 как минимум рассчитывал здесь. Но, увы. Никого не вижу. Пошли дальше диких искать тогда. Посмотрим, что на МЧС происходит. И тут не видать никого. О. О. Есть мешки? Нет мешков.
Ну и рендеринг, конечно. Чё, пофиг, внедряемся. А что еще делать? Я так за 3 выпуска не настреляю диких. Гнида. Хе-хе. Братюня, А петух. ты меня с кем-то путаешь. Ты что воротишь, хмель? Так, один наверху. Ну вот, счет пошел потихоньку, да? Я жгут выбросил, а зря, у меня жгута-то нет с собой. Вон он, сука. Никому не говори. И еще один где-то был. Причем недалеко где-то тут. Ладно, пока он в себя придет, я быстренько жгу, посмотрю присадку. Что время, так сказать, не терять. Вот так вот. Ибупрофен новый. Это нам подходит. Эй, кого ты застрял? Зачем? Славно. Огроменный ящик. Всего один предмет. Кто-то подбегает. Дикий подошел. Эх, я думал, ты мне присадочку принес. Так. Ты это уже, по-моему, эти пчелоботы подбежали. Как пить дать?
Стопудово. Время есть, время 19. На машине уехали? Нет, на машине не уехали. Но мы можем на ВСРФ уехать. Уйти. Так и сделаем. Чего ж прям до усрачки лазит тут. Мешок полный. Следующие точки интереса далековато. Что по диким, что по ботам. Хотя по ботам можно было бы сейчас под гряду эту вернуться, попробовать. Ну ладно. А, не работает ВСРФ. Вообще нормально. Ладушки, пошли тогда на дальний выход. Тут по пути мы еще пару тайников глянем сейчас. Кто знает. Может, она тут ждет меня. Присадка топливная, да? Может, она вообще тут в сумке. Тайничок у нас тут есть, не лутано. Хорошо. Почти присадка. Перед выходом прям там есть рядышком тайничок один. Тут куртка висит. Ну, в куртке точно нет топливной присадки, но в тайнике все-таки остается маленький, ничтожно маленький шанс, что мы ее найдем, эту присадку. А, ну лутано, понимаешь? Этот товарищ, видимо, отсюда пришел, либо уже кто-то другой лутанул. Вот он, я не помню, какой он точно, северный или южный. Южный, скорее всего, это выход. Так, и тут где-то тайник есть. Среди корней. А вот он. Эх, не судьба. Не судьба забрать мне присадочку.
Блин, я еще больше лута домой несу. Ну ладно, мы это все с ЧВК-то продать сразу сможем, в случае чего. Ладно, пошли домой. Настреляли диких. Не так много, как хотелось бы. Но все не с пустыми руками. 25 минут у меня ушло на этот рейд, 4000 опыта. Бировца все-таки я застрелил на той скале, получается, в голову с дистанции больше 125 метров, но не посмотрел жетон, поэтому я не знаю по факту дистанцию. По миротворческой в лесу осталось 3 диких, 9 из 12 есть. Давай, наверное, сегодня все-таки добьем этот квест. Ну, часть этого квеста, без всяких там раздумий, прелюдий и прочего. Погнали в лесок, деньги у меня на выход, если что, есть. Посмотрим, что будет по спавну. Если недалеко от выхода на машине, то я просто тогда в коттеджах 3 этих диких достреляю и поеду домой спокойно. Опачки. Лесок. Дождичек, четверг. Что-то должно хорошее произойти. Что-то невероятное после дождичка в четверг. Ладушки. Пацаны. Идем на гряду. И от гряды идем в деревню. На тот случай, если в деревне будет меньше 3 диких или вообще не будет, мы, может быть, под грядой сейчас сделаем этот квест. Там должны быть дикие. Выпивон, закусон. Маска пестилая. Довольно-таки неплохо. Бам. Понятно. Пойдем под гряду глянем. Отсюда я, наверное, блин, я тут просто... Я могу посмотреть, конечно, МЧС отсюда, но я боюсь, чтобы в затылок мне никто не зашел. Приятного в этом мало. Ну что на МЧС есть спаун. А вон кто-то ходит там внизу. Не убегай. Ура. Один есть. Чик. Осталось 2 диких. Но я, честно скажу, рассчитываю, что это будет быстрый довольно рейд. Чтобы не затягивать хронометраж и не растягивать выполнение одного квеста на несколько выпусков. Вот оно вот так вот и бывает. Один раз заходишь за один рейд на локации, настрелял 12 диких. А в другой раз за 3-4 рейда не получается. Так и живем. На лесопилке возьми. Капец ему! Ого! Держал, не кашлял в голову 2 пули. Все, последний остался. Вы умеете вы удивить, пацаны, умеете. Справа слышал по дереву? Все отлично. Все. Я выполнил задачу. Могу идти домой.
Вот так вот оно и бывает. В нужное место, в нужное время подскочил и нужное количество диких себе настрочил. Нормально. Теперь даже если досрочно меня выселят с локации, это не страшно. Жалко только волыну будет. Это да. А я, пожалуй, этот шлем палевный выкину нафиг. Надо бы докинуть патроны. Давай вот здесь в кустах этим займемся. А машинка еще на месте, еще пока работает. Значит, вперед. Ого. Ого. Ну кому, кроме как ЧВК, это надо делать, да? А что это он делает? Нафига он гранаты диким кидает? Хе-хе. Такой квест, видимо, упоротый, да? Диких настрелять. По-другому я хз, как это объяснить. Так, машину не запускали. Тайник не лутан. Ну все, он углубился туда, в деревню. Я так думаю. Так. А если он таймер увидит, он сюда начнет гранаты кидать, скорее всего. И он одного дикого вот так кошмарил, ходил гранатами. Хотя непонятно, сколько их там было, да? Чё, как я выехал?
Я выехал. Ну и занимайтесь там дальше своими делами. 9 с небольшим, ну, около 10 минут мне понадобилось на то, чтобы убить 3 диких и свалить с локации. Все, огонь, все получилось как надо. О, и как раз дикие принесли мне добычу. Миротворческая миссия на сегодня завершена. Диких в лесу мы 12 настреляли, снаряжение осталось уже на следующий выпуск. Следующая остановка — таможня. Мне нужно будет теперь там 12 диких настрелять. Что там братюни притащили мне, получается? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, бумажник ВЗ. Редкая штука, которую тяжеловато находят пацаны, которые на капу собирают предметы. Но неплохо, неплохо. Спасибо, парни. Так, воздушный фильтр я тогда вынимаю. О, зашибись. И пусть оно потихонечку тут догорает, топливо. Я там одно топливо притаранил. Есть еще чему гореть. Как раз биткоин у меня доварится здесь, получается. Давай на самогонный аппарат я тогда докуплю предметы, которые необходимы. Ого, спираль 30 тысяч стоит, нормально. Все, самогонный аппарат готов к постройке. Бам, 48 часов нужно, чтобы самогонный аппарат поставить. Все, на сегодня буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за поддержку, за пальцы вверх, за комментарии, за активность, в общем, на канале. Всем отличного настроения, приятной игры, будьте здоровы и мирного неба всем. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.